После посещения каньона Антилопы, оставившего неизгладимый след в нашей памяти, мы продолжали двигаться по скоростным магистралям Аризоны, впитывая глазами ее причудливо красочный ландшафт. Кстати, слово «Аризона» происходит от индейского слова ацтеков «аризуба», что в переводе означает «носящий серебро». К слову сказать, в прошлые годы в этом штате шла активная добыча серебра, да и сейчас кое-где работают частные рудники по добыче серебристого металла. В магазинах, где продают индейские поделки, очень много украшений из серебра, браслетов, колец, пряжек для поясов и много чего другого. Самое известное прозвище Аризоны – это штат Великого каньона, Гранд Каньона. А еще его штат называют медным не только из-за цвета окружающих горных склонов, но и обилия залежи этого минерала. Приблизительно 85% земли Аризоны составляют национальные парки, леса, зоны отдыха, заповедники и индейские резервации. В Аризоне проживает самое большое количество племен индейцев – Native American, а самое численное из них – племя Навахо. Граничит с Аризоной штат Юта, не менее красивый и загадочный. Здесь находятся одни из самых красивых национальных заповедников США, таких как Брайс, Арки, Зайон, Capitol Reef. А еще одно из самых труднодоступных и красивейших мест на Земле – The Wave – волна. В это заповедное место трудно попасть не только из-за удаленного местоположения, отсутствия асфальтированной дороги, но и потому, что существуют определенные правила. Необходимо выиграть билет в лотерею для посещения этого места. Только затем ты получаешь карту маршрута. К слову, билетов в лотерею выделяется всего 20 штук в день. Заявок бывает больше 100. Так что процент выигрыша очень низок, но это не останавливает любителей путешествий. Зачем такие сложности, спросите вы? Ну просто эти дюны не только сногсшибательно красивы, но и очень хрупкие. Самая главная защита от разрушения – это удаленность от цивилизации и малое количество туристов. В тот день нам не посчастливилось выиграть билет. И я, между прочим, даже расплакалась от досады. Надеюсь, увидя это фото, вы меня поймете почему. Но, к счастью, местный рейнджер посоветовал еще одно труднодоступное место, но, по его словам, ничем не хуже Waves и очень похожее на него. Только дорога предстояла не из легких, без асфальта, по гравию, а потом по глубокому песку. Обычным машинам туда дорога заказана, но, к счастью, у нас была в то время Nissan Xterra с 4 ведущими колесами, и мы, хотя и с небольшими трудностями, преодолели этот путь. По бездорожью пришлось ехать несколько часов. Хорошо, что не было дождя. В этих условиях мы могли бы застрять надолго. И вот показались они. Оранжевые вершины Койот Бьютис, которая также является частью известной достопримечательности The Wave. Эти, похожие на взбитый крем горы, были сформированы в эпоху юрского периода. В те времена по этим склонам бегали динозавры, и в наши дни до сих пор здесь можно найти окаменелые следы этих гигантских монстров.
Солнце жарило нещадно, но мы бродили, не уставая по этим причудливым, окаменелым дюнам, а над нашими головами простиралось небо, необыкновенной синевы, без единого облачка, просто синий океан сверху и оранжевый Крим под ногами. На первый взгляд казалось, что здесь не существует ничего живого, но ярко-оранжевые ящерицы веселили нас своими танцами. Было ощущение, что они впитали в себя все краски минералов и поэтому практически сливались с окружающей средой. Но незаметно для себя мы обнаружили, что яркое солнце сделало своего дела, и мы обгорели, хотя и прятались под широкополыми шляпами от зноя. Пришло время уезжать. Дорога в обратную сторону тоже была нелегкой. Раскаленное солнце и зыбучие пески под колесами. Перед поездкой в такие глухие места всегда необходимо иметь хороший запас воды. Конечно же, полный бак бензина, запасное колесо, аптечку и минимум перекусов на целый день. Орешки и сухофрукты сойдут. И вот, наконец-то, участок дороги, покрытый щебнем. Ура! Мы на твердой земле. Плывучие зыбучие пески остались позади. На секунду еще раз мы остановились оглянуться и попрощаться с этим особенным местом Юты, затерянным среди пустыни. А на пути на самом закате мы заехали в еще одно место – Coral Pink Sand Dunes. Это небольшой стейт-парк, достопримечательностью которого являются дюны. На закате они становятся кораллового и розового цвета. 15 тысяч лет назад груды этого розового песка выдувались из расщелин окружающих гор, формируя дюны, которые до наших дней дрейфуют и видоизменяются. Кстати, мы встретили здесь редкого жука, тигровый жук, который живет исключительно в этом месте и больше нигде в мире не встречается.
Красноватые песчинки – это результат многовекового разрушения песчаника Наваха. Да, именно Наваха. Так называют не только племя индейцев, но и особенный красновато-оранжевый камень, который встречается в Аризоне, Юте и даже Неваде и Калифорнии. Мы оставались в этом чудесном месте, пока не зашло солнце, и тени покрыли дюны. После прекрасных дюн мы попали в горную страну, национальный парк Зайон. Расположен он недалеко от городка Спрингдейл, что в Юте, и уже там, в этом городе, окруженном величественными скалами, начинаешь ощущать трепет и восторг. В парке Зайон проведена удобная шоссейная дорога, опоясывающая все мыслимые достопримечательности заповедника. Для удобства посетителей, особенно тех, кто не очень расположен ходить пешком, существуют бесплатные шаттлы, на которых можно добраться к нужному месту маршрута и заодно послушать экскурсовода, пополнив свои знания и представления о флоре, фауне и истории этого замечательного памятника природы. Поскольку в Зайон мы приехали в первый раз, то решение проехаться на шаттле было однозначным. И вот нам открылась панорама заповедника, величественные могучие скалы-монолиты, которые состоят из того самого красного песчаника Наваха. Национальный парк Зайон включает в себя горы, каньоны, холмы, плоскогорья. Здесь протекает река Вирджин. Собственно, ее стремительное течение пропилило эти скалы, создав одноименный каньон Зайон. Как бы ни было жарко, но воды реки Вирджин всегда прохладны. Они приходят издалека, с заснеженных вершин, и так приятно окунуть натруженные ходьбой ноги в эти бархатные холодные потоки воды. Восемь тысяч лет назад эту местность населяли немногочисленные племена индейцев Анасази. В 1858 году каньон Зайон открыли мормоны, которые кочевали по территории Соединенных Штатов в поисках постоянного места жительства. В 1909 году с целью защитить и сохранить природу каньона и его окрестностей президент США Тафт присвоил этому месту статус национального монумента. А в 1919 году Конгресс США присвоил ему статус национального парка. То есть заповеднику Зайон уже больше 100 лет. Поначалу из-за удаленного местоположения туризм в этих местах был слабо развит. Но с началом строительства дорог и улучшением сервиса в самом парке количество посетителей стало увеличиваться в разы. Например, в 2021 году количество посетителей перевалило 5 миллионов человек в год. В наши дни уже никого не удивляют добротные шоссейные дороги, идущие через заповедник, визитер-центры, где можно получить любую информацию, карту, совет, купить сувенир, а также фудкорты, столовые, где можно пообедать, душевые кабинки, прачечные. И при всем этом дикая природа сохраняет свой первоначальный вид. В тот день, проехав ощутимое расстояние на шаттле, мы не могли сказать, что увидели весь Зайон. Этот парк с разнообразным ландшафтом, флорой и фауной необходимо, так сказать, изучать ногами. В любом случае, это было первое знакомство и прикосновение к Зайону, а его неизученные точки на карте мы оставили на будущие поездки.
Времени оставалось мало, а нам хотелось посетить еще национальный парк Брайс Кэньон. Дорога к нему пролегала сначала через особенный туннель. Название его Zion Mount Carmel. Строительство туннеля началось в конце 1920 года и закончилось в 1930 году. Цельную скалу просто просверлили насквозь, чтобы срезать дорогу к парку Брайс. Протяженность туннеля 2 километра. На момент открытия это был самый длинный туннель такого типа в США. Галереи или огромные окна в туннеле на протяжении всей его длины были расположены так, чтобы обеспечить вид на захватывающую красоту каньона, а также для вентиляции и притока естественного освещения. Мы можем сказать только «до свидания, Зая». Мы обязательно к тебе приедем еще. Дальше дорога пролегала по территории Дикси Фореста. Это огромнейший лес, который считается самым большим национальным лесом штата Юты. Дикси Форест простирается примерно на 170 миль и включает в себя почти 2 миллиона акров территории. Особенностью Дикси Фореста являются худу – необычные скальные образования, похожие чем-то на человеческие фигуры. Именно здесь, по этой дороге через лес, мы увидели первые худу – яркие оранжево-красные скульптуры в лучах заходящего солнца. И, конечно же, мы не могли не остановиться возле Ред Canyon, Красного каньона. Косые лучи солнца подсвечивали склоны, и краски нерукотворных скальных образований контрастировали с сочной зеленью хвойного леса и глубокой синевой неба. Как удалось узнать, смысл слова «худу» – «заколдованный», и это точно соответствует той картине, которую видишь. Эти склоны известняка напоминают человеческие фигуры, и если включить фантазию, то можно представить, что очень давно злой волшебник заколдовал целую страну людей. Ну, а мы двинулись дальше, в сторону национального парка Брайс Кэньон, где сосредоточено самое большое в мире количество худу. Ехать по дороге к Брайсу – просто удовольствие для глаз. Наполненные солнцем оранжевые горы, сосны и ели у обочины, и ни единого облачка на небе. И вот показались первые вывески с надписью Брайс Кэньон. Мы проезжали маленький городок, который, как и многие другие подобные ему, является сателлитом большого национального парка и служит местом, где можно снять гостиницу, заправиться бензином, поесть в ресторане и купить сувенир на память. Круглый год здесь многолюдно, поток туристов не иссякает, потому что Брайс прекрасен в любую погоду. Прямо при въезде в заповедник мы сразу столкнулись с дикой природой, можно сказать, лицом к лицу.
Пока олени переходили дорогу, автомобили терпеливо ожидали своей очереди, приглушив моторы. Пушистые хозяева леса не особенно обращали на нас внимание. Они спокойно и вальяжно щипали сочную траву, пока мы снимали их на камеру. Им было совершенно все равно, что на дороге образовалась огромная кавалькада машин. И вот, проехав густой хвойный лес, мы ахнули от восторга. Перед нашим взором открылся амфитеатр, простирающийся до горизонта и наполненный красными, оранжевыми, белыми и желтыми причудливыми скальными образованиями. Нет никаких слов, чтобы описать эту красоту и величие этого места. Несмотря на название, Брайс-каньон не является каньоном. Это, скорее всего, глубокая гигантская чаша, собравшая в себя огромное количество худу, которые были образованы эрозией, ветрами, дождями, сменой погоды и температурными перепадами. Брайс-каньон расположен гораздо выше Зайона, примерно на высоте от 2200 до 2700 метров над уровнем океана, и поэтому разница температур очень ощутима. В сентябре в Брайсе возможна температура ниже нуля. В далеком 1875 году семья мормона Эбенгейзера Брайса поселилась в этих местах по велению их церкви. Вместе с женой Мэри они построили здесь часовню, а также деревянную дорогу. Также они приняли участие в строительстве оросительного канала, чтобы сделать этот район пригодным для сельского хозяйства. И хотя со временем большинство поселенцев переехали в другие места, за каньоном так и закрепилось название Брайс. Из-за роста туризма защитники природы лоббировали сохранение Брайса, и поэтому в 1928 году каньон получил статус национального парка. Вдоль амфитеатра была построена дорога с площадками Scenic Viewpoints, чтобы туристы могли любоваться живописными видами. В тот день мы успели объехать всю 20-мильную дорогу по кромке амфитеатра, вобравшего в себя причудливые формы и фигуры, краски и запахи хвои. Мы не уставали любоваться удивительным ландшафтом, лабиринтом, изгибами форм и шпилей и восхитительными оттенками красок этих осыпающихся склонов. В Брайс-каньоне есть также бесконечные тропы, так называемые хайкинг-трейлы. Эти тропы можно проехать даже на лошадях. В тот день у нас уже не оставалось ни сил, ни времени пройти пешком в сердце каньона. Надо было спешить, отпуск заканчивался. Дорога дальше несла нас через долину смерти. Это мрачная серо-черная долина, окруженная неприветливыми черными скалами. В далеком XVIII веке сюда забрели пилигримы, ищущие кратчайший путь к золотым приискам солнечной Калифорнии. Они-то и стали ее первопроходцами, некоторые остались здесь навсегда. Путешественников встретила каменная пустыня с палящим солнцем, отсутствием воды и растений. Казалось, что здесь нет жизни. Так и появилось название «Долина смерти».
Поначалу люди пытались здесь обосноваться, строили небольшие городки, где в основном жили старатели, открывались ненадолго шахты по добыче серебра и золота, но тяжелый климат, летом температура часто бывает выше 50 градусов по Цельсию. Отсутствие воды и возможности выращивать растения, пригодные для еды, сделали свое дело. Долина Смерти так и осталась незаселенной. Даже в наши дни езда по Долине Смерти бывает небезопасной. Я уж молчу о прогулках под палящим солнцем и возможности наступить на гремучую змею. Здесь всегда нужен запас бензина и, конечно же, воды. Телефонная связь отсутствует, но все-таки Долина Смерти, несмотря на всю свою негативную историю, имеет свои достопримечательности, и к одной из них мы решили подъехать, благо это было по дороге. Это кратер Юбихеби. Происхождение одновременно смешного и странного для нашего уха названия до сих пор не ясно. В переводе с языка племени паютов это женская грудь. А коренные племена шушонов называли кратер Тимпинта-Воса, что переводится как «корзина в скале» или «корзина койота». Но, глядя на размеры кратера, койот должен быть огромным, как вымершие динозавры. Кратер находится в северной части национального парка Долина Смерти. Именно в этом месте расплавленная лава вступила в контакт с грунтовыми водами, создав пар, который и привел к взрыву. Так образовался этот кратер. Юбихеби является самым большим среди так называемых кратеров Маар, и также он самый молодой. Эта яма, похожая на корзину, появилась в Долине Смерти 2100 лет назад. Размер кратера 800 метров в диаметре, а глубина в некоторых местах достигает 237 метров. Ну, а последние деньки отпуска мы решили провести в Лас-Вегасе. Добираться туда пришлось снова колеся по Долине Смерти. Нас окружали мрачные скалы, бесконечная пустынная дорога, скудная растительность на обочине. Даже небо было серым, хмурым и неласковым. Чтобы сделать эту местность более привлекательной для туризма и защитить природу, в 1933 году президент Герберт Гувер провозгласил Долину Смерти национальным монументом. Благодаря этому была разработана инфраструктура, построены дороги, торговые посты, места для пикников. Но, к сожалению, добыча полезных ископаемых на территории долины не прекращалась. Открытые карьеры и шахты оставляли шрамы на ландшафте национального монумента. Последовавший за этим общественный резонанс привел к усилению защиты всех национальных парков. В 1976 году Конгресс принял закон о добыче полезных ископаемых. Национальный монумент Долины Смерти был объявлен заповедником в 1984 году. Сейчас Долина Смерти – это крупнейший в США биосферный заповедник, охватывающий территорию больше, чем 13 600 квадратных километров. Некоторые участки Долины Смерти находятся на 86 метров ниже уровня океана. Это самое жаркое и сухое место в США. И вот мы на въезде в Лас-Вегас, и сразу разительный контраст с той местностью, откуда мы прибыли. Среди каменной пустыни город полный зелени, цветов, пальм, фонтанов, водопадов, город, который сияет огнями и виден издалека благодаря мощному лучу, бьющему в небо с вершины пирамиды Луксора. Лас-Вегас – это город-праздник и город-чудо. Мы объехали его сначала на двухэтажном автобусе. Конечно же, не весь город, а его центральную артерию Стрип.
Потом долго бродили, не замечая времени, переходя из одного фешенебельного здания казино в другое. Лас-Вегас был основан в 1905 году, после того, как была открыта дорога, соединяющая Лос-Анджелес и Солт-Лейк-Сити. В 1931 году недалеко возле города была построена дамба Гувера, что вызвало прилив рабочего люда, особенно мужчин, и, соответственно, здесь очень быстро появились казино, театры, салуны. Говорят, что много лет здесь всем заправляла мафия. Но вскоре город стал принимать облик места, где хорошо отдохнуть с семьей, с друзьями. В наши дни в Лас-Вегасе можно очень хорошо провести время. Здесь полно шикарных театральных шоу, концертов мегазвезд, галерей художников. Существует огромное количество компаний, которые предлагают путешествия в близлежащие национальные парки. Очень много бесплатных уличных шоу. Мы успели посетить как бесплатное, так и известное театральное шоу. Одним словом, на любой кошелек здесь можно отлично погулять. С вершины отеля «Стратосфера», где мы снимали номер, мы любовались ночным сияющим городом, а также сумасшедшими туристами, которые не побоялись высотного аттракциона. Ах, как жаль, что путешествие уже кончается. На обратную дорогу из Лас-Вегаса в Нью-Йорк оставалось несколько дней езды за рулем. Конечно же, хотелось посетить еще больше новых мест, но время было неумолимо, приходилось спешить. А за окном машины, как кино, продолжали меняться картины, не отпуская наши глаза и чувства, и мы пытались запомнить эти высокие скалы, эти необыкновенно красочные каньоны, сочную зелень в долинах и ветряки на холмах. А зоркий глаз нашей камеры подарил возможность поделиться со всеми архивом впечатлений о местах, где мы уже успели побывать. И это только начало.